Телохранитель. Кажется, что слово очень уж современное, но это не совсем так. Бодигард. Вот что было записано в датском паспорте кубанского казака Тимофея Ксенофонтовича Ящика, человека интересной судьбы. Он был личным телохранителем императрицы Марии Федоровны, датской принцессы. Расскажу о том, как простой казак попал на службу в дом Романовых, как завершил свои дни. Почему в одном из музеев Копенгагена выставлены столовые приборы, которыми пользовался казак. Тимофей Ящик родился в 1878 году на Кубани. Если говорить точнее, то в Ейском уезде. Как и положено любому казаку, наш герой с детства осваивал оружие, езду на лошадях и тому подобные вещи. В 1900 году, как пишет Зимин, в повседневной жизни императорского двора, Ящика призвали служить Российской империи. Казак под предводительством генерал-адъютанта князя Голицына отправился на Кавказ. Там на князе пытались совершить покушение армяне. Голицын, видимо, решил, что спокойнее будет жить в Санкт-Петербурге. Не берусь утверждать точно, по крайней мере он уехал в столицу. Но не один. Князь и генерал прихватил с собой казака Тимофея Ящика. Его он устроил в собственный его императорского величества конвой. Не знаю, с чем можно сравнить. Наверное, с кремлевским полком. Хотел вспомнить Росгвардию, но это другое. Тимофей был зачислен во вторую кубанскую сотню. Интересно, что никаких вступительных экзаменов не было, и объясняют это просто. Считалось, что казак априори все умеет делать, а Тимофей внушал это всем своим видом. Никаких сомнений не было. Вот и пришла пора рассказать про столовые приборы. Из особенностей казака-ящика можно выделить то, что он носил густую черную бороду, при этом глаза у казака были голубые-голубые, и этот контраст придавал лицу невероятную красоту. Но главным было не это. Был Тимофей Ящик огромного роста. С этим и связано, что столовые приборы, которыми он пользовался, выставили в датском музее. А дело вот в чем. Когда Тимофей Ксенофонтович служил уже при Марии Федоровне, охранял ее лично, ему выдали изящные серебряные столовые приборы. Но казак никак не мог сладить с игрушечными вещами. Он никогда ни о чем не просил. В быту был прост. А тут Тимофей высказал одну просьбу. Казак хотел, чтобы ему выдали приборы побольше. Специально для ящика изготовили увеличенный нож, вилку и ложку. Все это из чистого серебра с гербом датского королевского двора. Тимофей Ящик вышел в отставку в 1907 году, отправился к себе на Кубань, завел семью. Но в 1912 году его снова призвали. В 1914 году Ящик должен был вернуться в Ейский уезд, но началось сами знаете что. Пришлось казаку служить дальше. На фронте он не был, охранял императрицу Марию Федоровну. С ней же уехал в Киев, затем в Крым. С ней же рядом встретил весть об отречении от престола Николая II. Когда императрица засобиралась за границу, то она, конечно же, взяла с собой Ящика. Тот побывал в Великобритании, но оттуда ему пришлось опять вернуться в Россию. У казака было важное задание – спасти дочь Марии Федоровны, Ольгу Александровну, дочь Александра III. Не одну, с супругом. Ольга Александровна была где-то на юге. Она верила, что Деникин одержит победу над большевиками. В стране снова будут править Романовы. Откуда такие убеждения, сложно сказать. Даже если бы Деникин победил, то не факт, что монархию бы восстановили. Ящик разыскал Ольгу Александровну, смог посадить ее на военный корабль в порту Новосибирска и сам прибыл в Англию, а оттуда в Данию. Смущает меня то, что Тимофей Ксенофонтович оставил на Кубани жену и детей. Он пытался перевести их в Данию, не получилось, а в 1922 году супругу расстреляли. Спустя 3 года Мария Федоровна благословила своего верного помощника и телохранителя на брак с датчанкой, которая приняла православие. Ее стали звать Нина. С ней-то и жил до конца своих дней в Дании казак Тимофей Ящик. Он получил небольшое наследство от Марии Федоровны, оставившей этот мир в 1928 году, а позже открыл бакалейную лавку. Супруга Нина усердно учила русский и записывала некоторые речи своего мужа. Они были изданы в нашем веке небольшим экземпляром. Найти одну из таких книг – большая удача. Тимофей Ксенофонтович Ящик ушел из жизни в 1946 году. Он опять не воевал, но развалинами Рейхстага, в отличие, например, от атамана Краснова, был удовлетворен.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.